Здравствуйте, мои дорогие друзья! Приветствую вас на канале Оксана Гудвин Винтаж. Сегодня продолжаем искать клад. И сегодня, конечно же, мои дорогие зрители, вас ждет распаковка загадочного мешочка, который мне стоил всего лишь $5. Увидела классные вещицы. Надеюсь, что мои ожидания будут оправданы. Даже если это просто всего лишь одна брошь, я буду уже довольна за $5. В общем-то, вижу, что и ерунды, конечно, тоже много. В этот же раз приобрела вот такую интересную вещь. Посмотрите, конечно, идет подготовка к Новому году. И кто не знает, то это вот сейчас я вам открою, и вы сразу, возможно, кто-то поймет, кто-то нет. Посмотрите, какая классная вещица. А что же это такое? Здесь я увидела вот такой текст, что это бренд Coca-Cola с 1931 по 1964 год и иллюстрировал, и это коллекционная колода с игровыми картами. Хедону Сандблому год за годом поручали рисовать изображение Санта-Клауса для компании Coca-Cola. И видение Санты стало классической характеристикой, которая запечатлелась в сознании американцев. Я думаю, что русскоязычные в России тоже вот так вот, да, помнят эту рекламу. Молодых и старых на этой коллекционной банке прекрасно воссоздана надпись Сандблома «Санта-Клаус 1962 года». Хороший мальчик и девочки в 1951 года и мастерская Санта в 1953 году были воспроизведены на двух специальных колодах игральных карт, которые находятся внутри. Колоды покерного размера подходят для всех карточных игр. И это вот, видите, типичный Санта-Клаус с Кока-Колой. Здесь запечатано все. Конечно, я перед покупкой открыла саму коробку, саму вот эту жестяную коробочку. Когда увидела, что это совершенное новье, можно сказать, да, я просто не могла удержаться. И это игральные карты бренда производятся для компании Coca-Cola, владельца торговых марок Coca-Cola Sake и дизайна Coca-Cola Santa. Чтобы узнать больше, конечно, я зашла в интернет и посмотрела, там очень интересная информация. И, в общем-то, я думаю, что эта информация тоже вам будет интересной, потому что, уверена, все видели рекламу Coca-Cola, но, в общем-то, то, что есть именно и карты, и это все по годам распределено, я, например, узнала впервые. Видите? Кока-кола к нам приходит, помните вот эту рекламу, да, кто в 90-х годах был, как говорится, в осознанном состоянии, в зрелом возрасте, ну, в таком уже, когда можно вспоминать. Ну, в общем, классная вещь, я очень довольна, конечно, приближение Нового года, оно неминуемо, и, в общем-то, скажем, такой привет и напоминание, что Новый год не за горами. Так, ну все, показывать больше ничего такого отвлеченного не буду, пусть Санта-Клаус нас вот тут вот как бы украшает и дальше, а заветный мешочек все-таки на подходе. Как я сказала, купила за $5, порылась. В общем, был выбор большой. Но, честно сказать, просто я зажала денежек. Не хотелось тратиться в этот раз вот на бижутерию, да, и хотела, в общем-то, что-то найти дешево, как говорится, и сердито. Надеюсь, что мои ожидания оправдаются. Мешочки эти там прям в куче, в коробке. Я роюсь в этой коробке, несмотря на свой прекрасный маникюр. Кто-то мне из зрителей написал, что как это вы роетесь в коробках, на мусорке с таким маникюром. Мои дорогие, я с таким маникюром и помидоры сажаю, и за цветами ухаживаю, и, как говорится, и за кошками ухаживаю. Так что
Одно другому не мешает, скажу честно. Так, вижу то, что у меня уже, похоже, есть. Ну, ладно, давайте. Что-то есть в мешочках, что-то без мешочков. Как правило, в мешочках вещицы более ценные идут в сторону. И я, конечно, их буду брать по очереди и вам показывать. Здесь такие кисточки. Это хендмейд, ручная работа. Ну, в общем, не представляют интереса. Я не знаю даже, куда это прицепить, куда это использовать. Ну, может быть, для разбора бисер когда-нибудь, если мне может понадобиться. А вот это мне пригодится. У меня много кристалликов Аврора Бореалис. Они для, скажем, ремонта украшений самые нужные материалы, самые, скажем, редко встречающиеся. Поэтому использовать я это, конечно, буду. Не на выброс. Так, и вот такая вещица у меня тоже есть. Сейчас, мои дорогие, если найду, не поленюсь, то я вам такую же вещицу еще и покажу. Так, минуточку. Так, хочется узнать, то ли самое или это разные вещи. Посмотрите, у меня есть вот такая, а в этом мешке я нашла вот такую вещь. Я не знаю, что это на самом деле. Возможно, это какое-то колье было. Ой, по поводу кабошончиков. Кстати, вот кристаллы очень красивые. И обратная сторона, штампованная филигрань, напоминает о том, что это может быть Джормани. В общем, что-то или серьги из них сделать, или как-то восстановить в колье. В общем, буду посмотреть, буду думать, что с этим делать. А на самом деле очень, как говорится, вещица была когда-то интересная. Так, идем дальше. Здесь брошь. Чудная брошь. Знаю, что это винтажная брошечка. И так, все ли у нее нормально? Посмотрите, длинные вот эти вот ушки говорят о том, что это, возможно, 50-е, 60-е. Кристаллы Авроры Бореалис то же самое подтверждают. И хочу показать вам поближе, чтобы вы, так сказать, заценили всю прелесть вот этой броши. Какие чудные кристаллы. Сверкают просто невероятно. Красивая брошь. В отличном состоянии. Ничего восстанавливать не надо. Кстати, в следующем видео покажу вам броши, которые я восстановила, отремонтировала. И как раз вот кристалликов Аврора Бореалис мне понадобилось некоторое количество. А здесь вот на мою радость ничего и, как говорится, восстанавливать и не нужно. Красивая веточка, мелкая, винтажный возраст имеется. Так, по поводу маркировки, где моя чудесная лупа. Так, ну ее сейчас что-то не могу найти где-то тут. Клеила, подклеивала кристаллы, использовала. Так, сейчас посмотрю здесь. Вот это большое очень увеличение. Ну и сейчас вот вижу, что маркировки нет. Так, а лупа же нам все равно понадобится в поиске, да, других маркировок в украшении. Моя любимая лупа нашлась. Нашлась пропажа. Красиво. Сверкает, сияет. Как я уже сказала, маркировки не вижу. И, в общем-то, она в таком... Она, кстати, не плоская. Она такая изогнутая. То есть художественное, так сказать, распределение этой веточки тоже присутствует. Ну, классная вещица. Очень мне это нравится. Уже нравится. Так, что идем дальше. Вот это я в пакете не увидела. А посмотрите, какая это чудесная вещь. Это серьги с марказитами. Марказиты натуральные, я надеюсь. И надеюсь, что здесь есть маркировка, потому что они такие тяжелые на самом деле. Мои дорогие, да, здесь есть маркировка НРО. Я не знаю, что это такое. Но очень красивые серьги. Очень красивые.
Я думаю, что при дневном освещении будут сверкать просто невероятно. Кто знает, что такое НРО? Кстати, похоже на Эван. НРО что-то мне напоминает. Могу ошибаться, мои дорогие. Кто более сведущ, пожалуйста, напишите, если что-то, меня поправьте. Какая чудная вещь. Очень мне эти серьги понравились. Думаю, ну за $5, мои дорогие, это же вообще практически копейки. Да, это практически я просто нашла. Нашла бесплатно в каком-то хорошем магазине. Думаю, эти серьги стоили бы гораздо-гораздо дороже. Так, уже мешочек себя отработал. Ну, возможно, не зря я, да, начала свое сегодняшнее видео с такого позитивного настроя. Так, идем дальше. Это тоже брошь. Тоже у меня похожие есть. Но у меня брошь, кстати, вот я не знаю, что это. Пластик. Вижу, что винтажный возраст брошечка имеет. Старая она у нас. Маркировки нет. Такой барашек. Невысокий. Она, по-моему, не рабочая. А нет, все работает. Вот это вот само крепление, что-то тут проблема, да, с этой застежкой. Она просто очень тугая. Просто очень тугая. Надо вот так вот, как бы она, оп, вот так сама защелкивается. Практически ее закрывать не нужно. Залита клеем, конечно. Неприятный момент. Чистить нужно ее. Но кристаллики все в отличном состоянии. Красивые. Мне кажется, вот здесь вот чего-то не хватает. Да? Мне кажется, здесь вот что-то может быть как бы ну, не окончено, да, а именно как оторвано, что ли. В общем, так вот, видите? Похоже у меня есть, но у меня есть похожее. И здесь вот я вижу это пластик. А у меня есть похожее, если найду, покажу, с перламутровой вот такой листвой, перламутровые листья. Мне кажется, здесь чего-то все равно не хватает. Я не знаю, либо это самодельное что-то, вот так наклеено, да, чтобы ее как бы украсить. Как вы считаете? Я думаю, что брошь изначально была вот просто такие пластиковые листья. И кто-то вот наклеил именно вот такое. Как вы считаете? И наклеил не совсем удачно, на мой взгляд. Ну, хотя, что придираться. И, знаете, я сейчас вот заметила здесь вот такая дырочка, отверстие. Возможно, здесь тоже что-то было. В общем, какая-то брошь недоделанная или что-то, или наоборот, как бы исправленная. Но вот то, что она винтажная, плечико. Застежка, это так, и носить ее, надевать ее нужно вот так, как-то, да, как-то так. Ну ладно. Я уже, как говорится, спокойно к разбору сейчас отношусь, потому что я уже вижу, что все предыдущие вещицы уже свое, как говорится, отработали. И, в общем-то, я считаю, что я мощно недоплатила в этом смысле. Да, кстати, про цену вот на эту коробку. За нее я отдала тоже $7. Я не пожалела вот именно на эту вещь, а решила сэкономить на бижутерии. В общем-то, Санта-Клаус, так сказать, меня немножко сдержал. О, какая чудесная вещица. Толстая игла. Несмотря на то, что брошь сама нежная. Такой барашек крупненький. Думаю, что это тоже 50 какой-то, 56-й, 7-й, 60-й год. Здесь есть Аврора Бореалис. Вижу, что молочное стекло и тоже с легким покрытием Аврора Бореалис. При этом все кристаллы на месте. И вот с подобными кабошонами, да, как-то ее выправлять нужно, думаю. Вот потому что, видите, когда вот в таком положении ее смотришь, не видно вот этого чудесного
кабошона, а он там есть. Эмаль немного сход имеет, но это ей, как говорится, простительно. А так брошь в чудном состоянии, думаю, что ее нужно слегка подправить. Тоже похожая брошечка у меня есть, я ее поправляла, поправила, выправила, и эту, думаю, тоже спасу, помогу в следующем видео. В следующих видео покажу преображение этой классной броши. Маркировки. Навряд ли есть маркировки, вот как бы, совсем я ошиблась. Навряд ли, так сказать, да, маркировка. Чудная маркировочка. Тут это у нас и это Австрия. Ой, мои дорогие. Австрийская брошь. Как могла не узнать, что меня спутала, что меня попутала. Австрийская чудесная брошь. Вот сейчас, как говорится, по-другому на нее посмотрим. Конечно, ее буду выправлять, конечно, буду поправлять. Чудесная, великолепная брошечка. Очень рада. Ну, в общем, $5 это уже, как говорится, еще раз повторю, не доплатила я очень сильно. Так, и здесь вот брошь тоже у меня есть. Птицы Дамаскина, да. Вот в такой технике. Ну, я думаю, что это имитация. Ну, вот такая, скажем, думаю, что это имитация, красный глазик. В общем, думаю, что это просто что-то похожее на Дамаскина. Не совсем это то. Штампованная брошь, толстая игла. Ну, думаю, что это может быть 90-е, не раньше. Да? Что вы думаете? Вот такой сегодня показ получился. Конечно, я довольна, я рада многим вещам, которые сегодня попались в этом мешочке. Пишите свои впечатления. Информация, если у вас есть дополнительная за нее, я вам всегда благодарна. Да, и всем мира, добра и красоты. Всех целую и обнимаю. До встречи в следующем видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.